Всем привет, друзья! Вы когда-нибудь задумывались о том, сколько тайн скрыто в диалоге между Палпатином и Скайуокером в третьем эпизоде? Настало время разобраться. Ты слышал когда-нибудь легенду о Дарте Плегасе Мудром? Все мы задавались вопросами при первом просмотре Мести Ситхов. Кто же такой Дарт Плегас? Сумел ли он достичь бессмертия? Дарт Плегас был темным владыкой ситхом, столь могущественным и мудрым, что открыл, как использовать силу для воздействия на мидихлорианы, для создания жизни. Он так тонко познал темную сторону, что мог даже спасать тех, кто был ему особенно дорог, от смерти. Плегас верил, что секрет бессмертия заложен в науке. Он проводил исследования биологических основ жизни и необычные эксперименты, благодаря умению воздействовать на мидихлорианы в попытках обмануть смерть. Хоть эксперименты не удавались, они воодушевляли его ученика, Дарта Сидиуса. Темная сторона силы открывает путь к таким способностям, которые кое-кто считает неестественными. Вместе Сидиус и Плегас работали над этой тайной. В конце концов, Дарт Плегас нашел способ достичь столь желанного бессмертия, а именно перенести свое сознание в другое тело, используя его в качестве сосуда. Благодаря этому ситхи могли находиться у власти многие тысячелетия. Твоя ненависть, твоя ярость, готовность убить. Этого я и желаю. Убей меня, и твоя душа вперед, мой дух. Дух всего Ордена Ситхов. С тем, кто такой Дарт Плегас, и с тем, как он планировал достичь бессмертия, разобрались. Но почему рассказ о Дарте Плегасе, который является учителем Дарта Сидиуса, является легендой? В последние дни войны клонов Шив Палпатин, он же Дарт Сидиус, пригласил пребывавшего в смятении рыцаря-джедая Энакина Скайуокера посмотреть водный балет Мон Каламари в частной ложе Галактического оперного театра, где рассказал историю под видом древней легенды о возможности предотвращать смерть близких в надежде заманить его на темную сторону силы. Когда Энакин пал, а его место занял Дарт Вейдер, Палпатин сказал: Обмануть смерть удалось пока только лишь одному из многих, но я уверен, вместе мы сумеем разгадать эту тайну. Получилось или нет, это тема для другого видео. Считается, что благодаря экспериментам Дарта Плегаса с силой был зачат Энакин у рабыни Татуина Шми Скайуокер. И наконец Энакин задает вопрос Палпатину. Что с ним случилось? Он обрел такое могущество, что боялся только лишь одного — лишиться власти, что, конечно же, и случилось. К несчастью, он научил своего ученика всему, что знал сам, и тот убил его, пока учитель спал. Забавно. В поисках нового ученика Дарт Сидиус отправился на планету Датамир к матери Талзин. Смешав свои знания о силе, Сидиус решил, что Талзин отлично подойдет для роли его ученика. Но выбор все-таки пал на Забрака, который впоследствии станет известен как Дарт Мол. Взяв себе ученика, Сидиус нарушил правило двух, которое соблюдалось в течение многих столетий. Это невероятно. Теперь их стало уже двое. Он посчитал, что Плегас изжил свое, и что он перенял у него все знания, которые ему были нужны. В один из вечеров Палпатин предает и убивает своего учителя во сне. Теперь он сам владыка ситхов, имеющий своего собственного ученика. Получается, Мол в какой-то степени стал катализатором убийства Дарта Плегаса. На этом видео с разбором подводных камней диалога между Палпатином и Энакином подходит к концу. Надеюсь, оно было интересным для вас. Пишите в комментарии темы для будущих видео. Всем крепкого здоровья и да пребудет с вами сила.